Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу представить вашему вниманию, на мой взгляд, еще одно очень интересное и разнообразное меню для новогоднего праздничного стола, состоящее из 12 блюд. Меню рассчитано на 8-10 человек, и в нем изысканное сочетание традиционных и современных вкусов. В него я включила и салаты, и закуски, запеченную рыбу, оригинальный закусочный торт. Конечно, основное горячее блюдо. Сегодня готовлю стейки из свинины в потрясающем маринаде, на гарнир картофель и великолепный десерт. Это настоящая классика – торт Прага. Я уверена, этот торт нравится всем. И для милых дам предлагаю сделать очень вкусный домашний вишневый ликер. Мне кажется, он еще вкуснее, чем шампанское. Друзья, я очень надеюсь, что это меню вам понравится. Тем более, что оно такое достаточно простое, готовится все быстро, можно приготовить многие блюда заранее. И начну подборку с закусок и салатов. Предлагаю приготовить красивый и вкусный салат «Аленький цветочек» с крабовыми палочками. Он получается очень легкий, свежий и готовится просто. Огурцы слегка очищаю от толстой кожицы и натираю на крупной терке. Солю, перемешиваю. Оставляю постоять, пока подготавливаю остальные ингредиенты. Мелко режу крабовые палочки. Также мелко режу красный сладкий перец. Предварительно очищаю его от семян и перегородок. Огурцы постояли примерно 5 минут, и я их отжимаю через сито. Теперь они не потекут в салате. Добавляю к ним мелко порезанный укроп и натираю на терке чеснок. Разделяю белки и желтки у отварных яиц. Собираю салат в разъемном кольце, диаметр 16 см. Первый слой – крабовые палочки. Делаю сеточку из майонеза. Хорошо прижимаю. Следующий слой – сыр. У меня моцарелла. Натираю его на мелкой терке. Промазываю майонезом и прижимаю. Следующий слой – маринованные огурцы. Прижимаю. Затем слой консервированной кукурузы. Сеточка из майонеза. В этом салате много хрустящих овощей. Следующий слой – сладкий перец. И сверху яичные белки. Натираю их на мелкой терке. Промазываю майонезом, прижимаю. И последний слой – это яичные желтки. Украшаю салат. Вы можете это делать по своему вкусу. Салат получился красивый и очень вкусный. Также предлагаю приготовить очень вкусный и сытный мясной салат гусарский. Он очень нравится мужчинам. Подготовлю заправку. На мелкой терке в майонез натру 2 зубчика чеснока. Чеснок, безусловно, добавляйте по вкусу. Также добавлю 1 чайную ложку дижонской горчицы. Она у меня не слишком острая. Хорошо перемешиваю. Также добавлю немного черного перца. Соль я сейчас не добавляю, так как у меня в рецепте есть соленые огурцы. Потом я салат попробую, если не будет хватать соли, добавлю. Порежу говядину средними кубиками. Если вы хотите, нарезку можно сделать и соломкой. Говядину предварительно я отварила в чуть подсоленной воде со специями. Вместо говядины в салат можно добавить любое мясо, курицу или свинину. Мясо в этом салате основной ингредиент, поэтому его довольно много.
Перекладываю мясо в миску. Также средними кубиками режу соленые огурцы. Порежу помидоры. Предварительно из помидоров удалю семена, чтобы они не пускали слишком много сока. Мне понадобится только мякоть. И порежу их средними кубиками. На крупной терке натру сыр. Я использую сыр моцарелла. Можно использовать любой твердый сыр. Мелко порежу небольшой пучок петрушки. Можно использовать любую зелень, какую вы хотите. Добавляю в салат заправку и хорошо все перемешиваю. И какой же праздничный стол без фаршированных яиц? Эта закуска очень простая и красивая. Предлагаю сделать фаршированные яйца с креветками. Это очень вкусно. И такая закуска, конечно, украсит любой праздничный стол. Подготавливаю яйца. Причем сейчас яйца я буду разрезать не так, как мы привыкли обычно их разрезать вдоль, а буду делать такие бочонки. Как видите, здесь у яйца, там где попка, получается очень тонкий белок. Поэтому я разрезаю вот таким образом, отрезаю попку, немного подрезаю, для того, чтобы бочоночек мог вот таким образом стоять. Оставшийся белок с желтком отправляю в миску. Также отправляю желток. Надо доставать его очень аккуратно, чтобы не повредить вот эту чашечку. И точно так же подготавливаю остальные яйца. Я буду делать 5 фаршированных яиц. Оставляю для каждого одну креветку. Остальные креветки и крабовое мясо мелко режу. Я использую натуральное крабовое мясо. Конечно, его можно заменить либо креветками, либо крабовыми палочками. К желткам я добавляю столовую ложку майонеза, чайную ложку неострой горчицы. В мелкой терке натру 1 зубчик чеснока. Добавлю немного соли и черный перец. Хорошо все разминаю вилкой до однородности. Теперь в яичную массу добавляю порезанные креветки и крабовое мясо. Перемешиваю. Наполняю начинкой белки. Делаю прямо вот такую горочку. Чтобы креветки были блестящими, я их слегка поливаю оливковым маслом. Накалываю креветку на шпажку. Вставляю шпажку в яйцо. Получается вот такая красивейшая закуска. Сверху все можно слегка присыпать паприкой. Рекомендую приготовить такие фаршированные яйца по-новому. Я уверена, они всем понравятся. Также предлагаю приготовить очень вкусную и простую закуску-салат кимчи из пекинской капусты. Этот салат-закуска разнообразит меню и добавит остринки. Для салата я буду использовать белую часть пекинской капусты. Поэтому вот эти листики я обрезаю. С этими листьями потом можно сделать просто обычный салат, какой вы хотите. Разбираю капусту на листики, так их удобнее будет нарезать. И режу капусту тонкой длинной соломкой.
Капусту перекладываю в миску. Добавляю соль, примерно 1,5 столовые ложки. Наливаю воду, обычную холодную воду. Немного все перемешиваю, чтобы растворилась соль. И оставляю постоять примерно минут на 30, чтобы капуста стала мягче. Капуста постояла, и посмотрите, какая она сейчас стала мягкая. Теперь капусту я слегка отжимаю и перекладываю в тарелку. Порежу несколько стручков сушеного перца чили. Конечно, если для вас это слишком остро, уменьшайте количество перца чили. Но, конечно, кимчи всегда должно быть острым. В этом его и прелесть. Фактически у меня получаются вот такие хлопья перца чили. Перец выкладываю на капусту. Я сейчас все специи выкладываю горкой. Высыпаю сверху паприку, хотя по-настоящему надо использовать перец чили. В ступке немного разотру семена кориандра. На мелкой терке натру чеснок. Подготовлю маринад. Наливаю в миску 2 столовые ложки соевого соуса. Я использую соус киккоман. Добавляю столовую ложку уксуса. Я использую яблочный уксус. Уксус берите от 5 до 9%. И добавляю столовую ложку меда. Хорошо все перемешиваю. Раскалю 30 мл оливкового масла на сковороде. Масло надо раскалить до такой степени, чтобы от него прямо шел дымок. И теперь выливаю его сверху на специи. Сверху выливаю соус и хорошо все перемешиваю. Полосками порежу немного лука и мелко порежу кинзу. Добавляю зелень. Снова перемешиваю, и салат готов. Получился вот такой очень вкусный, пикантный салат кимчи. В качестве мясной закуски вместо колбасы или как дополнение к мясной тарелке предлагаю сделать сальтисон ассорти из разных видов мяса. Это очень вкусно, просто и красиво. И, конечно, сальтисон лучше приготовить заранее. Можно это сделать за 1-2 дня до праздника. Для моего рецепта свиную рульку, ножку и язык я заранее замочила примерно на 1,5-2 часа. Хорошо помыла и почистила. И также я буду еще использовать куриное филе. Мясо выкладываю в большую кастрюлю, заливаю холодной водой и довожу все до кипения. Первую воду я сливаю, мясо снова промываю, выкладываю в кастрюлю и заливаю чистой водой. Добавляю лук, лавровые листья, перец душистый, перец черный, семена кориандра и соль. Доведу все до кипения. И на небольшом огне буду готовить до полной готовности мяса. Для свиной рульки понадобится примерно 4 часа, а вот куриное филе приготовится минут через 20. Язык буду варить примерно час или 1,5. Если будет образовываться пена, ее надо убрать. Куриное филе отварилось, достаю его из кастрюли. Язык также сварился, перекладываю его в миску с холодной водой, чтобы было легко почистить. Все, мясо готово. Язык я почистила и еще дополнительно проварила в мясном бульоне. Достаю все мясо на тарелку. Оставляю немного остыть. Режу крупными кусками куриное филе, язык, перекладываю в миску. Рулька немного остыла, и я отделяю мясо от косточек и перекладываю его в миску. Надо это делать, пока мясо еще теплое. Бульон, в котором варилось мясо, получился очень насыщенным. Если у вас бульон не такой насыщенный, можно добавить в него немного желатина. Попробуйте бульон на вкус. Он должен быть чуть более соленый, чем обычно. Немного бульона отбираю в пиалу. И если надо, как раз сейчас добавьте сюда 1 чайную ложку желатина. Я не буду добавлять. Также я использую довольно много чеснока. Натираю его на мелкой терке. Добавляю зерна горчицы, немного перца
И натру немного мускатного ореха. Добавляю бульон к мясу по необходимости. Хорошо перемешиваю. И теперь всю эту массу я выкладываю в пластиковые бутылки, у которых я срезала горлышко. Хорошо все прижимаю. И вливаю немного бульона. Закрываю бутылки пленкой и отправляю все в холодильник до полного застывания. Лучше поставить на ночь. Достаю сальтисон из бутылок. Получилось здорово. И, конечно, эта мясная закуска такая вкусная. И благодаря тому, что использовали разные виды мяса, в разрезе все смотрится очень красиво. Такой сальтисон прекрасно дополнит мясную тарелку. Также предлагаю приготовить впечатляющий, очень вкусный и красивый закусочный торт «Наполеон» с хрустящими слоеными коржами с красной рыбой. Торт выглядит очень эффектно и украсит любой праздничный стол. Можно сказать, что это королевский Наполеон. Готовлю его на быстром слоеном тесте, которое, конечно, можно приготовить заранее и хранить в морозилке. За один день до праздника печем коржи и собираем торт. Готовлю быстрое слоеное тесто. В миску просеиваю муку, добавляю соль, перемешиваю. На крупной терке натираю холодное сливочное масло. Перемешиваю его с мукой. Действуем быстро, чтобы масло не начало таять. Мне понадобится также 200 граммов пива. Выливаю его в миску и быстро замешиваю тесто. Буквально соединяю все в один ком. Если вы не хотите готовить тесто на пиве, я оставлю ссылку на другой рецепт быстрого слоеного теста в описании. Это тесто можно приготовить заранее и хранить в морозильной камере. Если вы планируете готовить из него сразу, тогда сейчас отправляем его в холодильник примерно на 1 час. Я сразу разделю тесто на 6 равных частей, каждый примерно по 135 граммов. Закрываю тесто пленкой и отправляю в холодильник на 1 час. Теперь раскатываю коржи. Можно это сделать на пергаменте, либо на силиконовом коврике. Надо раскатать тесто как можно тоньше. Накалываю его вилкой и отправляю выпекаться в разогретую до 220 градусов духовку примерно на 5-7 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Таким образом выпекаю все коржи. Первый готов, и я сразу обрезаю края. У меня будут коржи 20 на 24 сантиметра. Коржи очень хрустящие и слоеные. Для начинки использую слабосоленую семгу. Как ее засолить дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Режу рыбу тонкими полосками. Готовлю яичный слой. Отварные яйца натираю на мелкой терке. Мелко режу зеленый лук. Часть лука добавляю к яйцам. Добавляю майонез, соль, перемешиваю. Огурцы обрезаю и режу полукольцами. Сыр Филадельфия перекладываю в миску. Можно использовать любой творожный сыр. Мелко режу петрушку. Собираю торт. Первый корж промазываю сыром. Сверху кусочки семги. Присыпаю рыбу зеленым луком. Накрываю следующим коржом. Снова промазываю сыром. Сверху выкладываю огурцы. Вы, кстати, можете экспериментировать с начинкой. Присыпаю петрушкой. Следующий корж промазываю тонким слоем майонеза. И сверху выкладываю яичный салат. Разравниваю. Сверху прижимаю следующим коржом. И затем я повторяю 2 первых слоя. Корж, сыр с рыбой, затем корж, огурцы и петрушка. И накрываю сверху все последним коржом. Бока торта я не буду ничем промазывать, они и так смотрятся очень красиво. Верх промазываю сыром и украшаю. Вы можете это делать по своему вкусу. Я для украшения использую салат, красную рыбу, редис и зелень.
Этот торт можно приготовить заранее и оставить в холодильнике для пропитки. Тогда коржи будут более нежные и мягкие. И уже перед подачей к столу его декорируйте. Этот Наполеон, конечно, безумно вкусный и красивый. Он будет эффектно смотреться на праздничном столе. В качестве горячей закуски предлагаю приготовить настоящую классику. Это фаршированные перцы в томатно-сливочном соусе. Блюдо очень вкусное, я уверена, оно нравится всем. Если использовать вот такие разноцветные перцы, смотрится это блюдо очень эффектно. И, конечно, его можно приготовить заранее, за один день до праздника. До полуготовности отварю рис. Я его уже хорошо промыла. Заливаю водой, доведу до кипения и буду варить примерно 10 минут. Теперь сливаю воду, рис промываю. Оставляю в сите. Подготавливаю перцы. Удаляю хвостики, семена и перегородки. И также я буду фаршировать несколько штук цукини. Сделаю такие небольшие бочонки. Цукини разрезаю и удаляю сердцевину ложкой, но не до конца, чтобы было дно. Мелко режу чеснок. Средними кубиками режу лук. На крупной терке натираю морковь. Разогреваю сковороду. Наливаю растительное масло. Отправляю обжариваться сначала чеснок, затем добавляю лук. Обжариваю до легкого золотистого цвета. И добавляю морковь и также кусочек сливочного масла. Тогда морковь будет еще вкуснее. Обжариваю ее до мягкости. Примерно 2/3 зажарки перекладываю в миску. Оставляю немного остыть. Затем добавляю рис. Выкладываю фарш ассорти. У меня свинина и говядина. Добавляю соль, черный перец, сушеный чеснок, паприку, сушеный базилик и петрушку. Конечно, используйте специи по своему вкусу. Хорошо все перемешиваю. Фарширую перцы и выкладываю их в большую кастрюлю с толстым дном. На дно я также налила немного растительного масла. Перцы начиняю фаршем плотно, хорошо прижимаю. И также фарширую цукини. Готовлю соус. Сковороду с оставшейся зажаркой поставила на плиту. Выливаю томаты в собственном соке и добавляю немного жирных сливок. Их можно заменить сметаной. Добавляю воду. Добавляю соль, черный перец, сахар, сушеный чеснок и паприку. Добавляю веточки тимьяна. Можно добавить и сушеный. Обязательно попробуйте соус на вкус. Соус закипел. Выливаю его в кастрюлю с перцами. Он должен их почти закрывать сверху. Если надо, можно добавить немного воды. Довожу все до кипения, закрываю крышкой и на небольшом огне готовлю перцы примерно 1 час. Все готово. Перцы очень ароматные и невероятно вкусные. Думаю, такое блюдо всем понравится. И оно такое красочное, особенно если использовать перцы разных цветов. Также в качестве горячей закуски предлагаю подать запеченную красную рыбу в лодочках из пергамента с овощами. Блюдо смотрится очень эффектно и, безусловно, украсит любой праздничный стол. И рекомендую порцию немного уменьшить, так как у нас на столе будет еще много разных других блюд, чтобы все могли все попробовать. Подготовлю лодочки. Для этого большой кусок пергаментной бумаги я складываю гармошкой. Вот таким образом. Концы подвязываю бечевкой, бумагу раскрываю. Получается вот такая лодочка. Таким образом делаю 3 лодочки. Лодочки перекладываю на противень. В миску наливаю 5 столовых ложек оливкового масла. Добавляю пол столовой ложки меда. Если не хотите использовать мед, можно заменить его сахаром. Чайную ложку с горкой дижонской горчицы. Примерно столовую ложку сока лайма. Можно использовать и лимон. Натираю 1 крупный зубчик чеснока на мелкой терке.
Добавляю соль, и у меня вот такая смесь специй с перцем. Здесь итальянские травы. Перемешиваю. Овощи для рецепта можно использовать любые, какие вам нравятся. Я буду добавлять немного репчатого лука, буквально четверть луковицы. Также у меня здесь цукини, помидоры черри, болгарский перец и капуста брокколи. Количество ингредиентов я даже не указываю, потому что вы можете сделать эту овощную подушку и больше, и меньше, как вам больше нравится. Все овощи раскладываю в лодочки из фольги. Овощи немного солю и слегка поливаю маринадом. Основной маринад я оставляю для рыбы. Теперь я беру кусочки рыбы и разрезаю их вот таким образом, не прорезая до конца, раскрываю. Получается вот такая как бы бабочка. Перекладываю филе в лодочки. Промазываю сверху маринадом и отправляю все запекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 15 минут. Время приготовления напрямую зависит от толщины стейков. Противень я ставлю на средний уровень, включен вверх и низ. Если у вас стейки небольшие, толщиной не более 2 см, им будет достаточно примерно 10-12 минут. Вот такая невероятная красота получилась. А какой стоит аромат! Даем рыбе отдохнуть буквально 1 минуту и подаем к столу. В качестве основного горячего блюда предлагаю подать сочные свиные стейки. Маринуем их в просто великолепном маринаде. Можно это сделать за 1-2 дня до праздника. Тогда стейки получатся еще вкуснее. Для моего рецепта я беру свиную шею. Можно использовать также и говядину. Отлично подойдет антрекот. Режу мясо на куски толщиной примерно 1 см. Вес куска получается около 200 граммов. Полукольцами режу красный лук. Можно использовать и белый. Тонкой соломкой режу имбирь. Часть имбиря перекладываю в ступку. Остальной добавляю к мясу. Также поступаю и с перцем чили. Часть добавляю в ступку, часть добавляю к мясу. Конечно, перец добавляйте по своему вкусу. Чеснок разрезаю и перекладываю в ступку. Добавляю сахар и хорошо все перетираю до получения однородной массы. Вливаю соевый соус, соус терияки и добавляю кунжутное масло. Также добавляю черный перец. Хорошо все перемешиваю. Получился очень ароматный маринад. Выливаю его на мясо и хорошо перемешиваю. Оставляю мясо постоять хотя бы пару часов. А если оно постоит 1-2 дня в холодильнике, будет еще вкуснее. Готовлю соус. В чашу блендера выкладываю шпинат и вливаю часть сливок. Измельчаю. Переливаю массу в сотейник. Добавляю оставшиеся сливки. И довожу все до кипения. Добавляю соль и перец по вкусу. Когда масса закипела, снимаю сотейник с плиты и на мелкой терке натираю в соус чеснок, перемешиваю. Соус получился просто необычайно вкусный. Обжаривать мясо я буду на сковороде гриль. Можно также использовать и обычную. Выкладываю мясо на сковороду без кусочков лука и имбиря. Накрываю фольгой и сверху ставлю груз. Для этого я использую сотейник с водой. Сначала обжариваю примерно 1 минуту на большом огне. Затем делаю огонь тише и обжариваю еще 2 минуты. Переворачиваю, снова закрываю фольгой, ставлю груз и обжариваю. Еще раз мясо переверну, чтобы оно больше подрумянилось. Свинину обязательно надо доводить до полной готовности.
Если вы хотите подавать мясо на горячий стол, я рекомендую его заранее обжарить до полуготовности и затем перед подачей дожарить его в духовке на противне. Я подаю мое мясо на горячих сковородках. Это очень красиво, но можно и просто выложить его на тарелку. Поливаю сверху соусом. Это, конечно, очень вкусно. Приготовьте такое мясо к праздничному столу. Уверена, что все будут просить у вас рецепт. На гарнир предлагаю подать всеми любимый запеченный картофель в духовке по-селянски. Он подойдет и к мясу, и к рыбе. Подготовлю ароматное масло. Вливаю растительное масло, у меня оливковое, в миску. Добавляю все специи и соль, а также черный перец. Добавляю свежий тимьян, только листики. Конечно, можно использовать и сушеный. Картофель обсушиваю бумажными полотенцами и режу крупными дольками. Заливаю маслом со специями и хорошо перемешиваю. Выкладываю на противень на силиконовый коврик. Можно использовать и пергаментную бумагу. Раскладываю картофель в один слой и отправляю запекаться в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 40 минут. Конечно, проверяйте готовность. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Пока печется картофель, режу зеленый лук и укроп. И также натру на мелкой терке чеснок. Запеченный картофель перекладываю в миску, присыпаю порезанной зеленью чесноком и хорошо встряхиваю. Конечно, сразу горячий картофель подаем к столу. Он такой хрустящий, ароматный, очень вкусный. И на десерт я предлагаю приготовить настоящую классику – шоколадный торт Прага или пражский. Готовится он просто, выглядит эффектно. И я уверена, этот торт нравится всем. На мой взгляд, это очень удачный выбор для новогоднего меню. Торт, конечно, готовим тоже накануне вечером. Выпекать бисквит я буду в разъемном кольце диаметр 20 см. Дно плотно закрыла фольгой. Поставила кольцо на противень. И также на дно выкладываю пергаментную бумагу. Смазываю бока и дно кусочком сливочного масла. И приклеиваю на него пергаментную бумагу по бокам. В миску выкладываю мягкое сливочное масло. Вливаю растительное. Добавляю соль и сахар. Хорошо взбиваю миксером примерно 3-4 минуты. В пышную светлую массу. Теперь по одному добавляю яйца и каждый раз хорошо перемешиваю. Добавляю экстракт ванили и 1 чайную ложку уксуса. Просеиваю муку, какао, разрыхлитель и соду. И также для усиления вкуса и аромата добавлю 1 чайную ложку растворимого кофе. Просеиваю примерно половину сухих ингредиентов и вливаю теплое молоко. Перемешиваю. Просеиваю оставшиеся сухие ингредиенты, перемешиваю до однородности. Переливаю тесто в форму и разравниваю. Отправляю в разогретую до 160 градусов духовку примерно на 60-70 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Проверяю готовность бисквита. Извлекаю его из формы. Оставляю остывать на решетке. Потом его можно завернуть в пищевую пленку и оставить на дозревание на 6-8 часов. Тогда он будет еще вкуснее. Но в принципе с ним сразу можно собирать торт. Готовлю крем. В сотейник вливаю молоко и добавляю сгущенку. Перемешиваю, довожу смесь до кипения. В миску разбиваю яйца, добавляю соль, перемешиваю. Всыпаю кукурузный крахмал. Перемешиваю до однородности. Часть горячего молока вливаю в яичную смесь при постоянном помешивании. Оставшееся молоко возвращаю обратно на плиту и вливаю в него полученную смесь. Все время перемешивая, варю заварной крем, пока он загустеет и закипит. Снимаю крем с плиты и продолжаю еще перемешивать, так как кастрюля горячая. Добавляю экстракт ванили, перемешиваю.
Переливаю крем в миску. Закрываю пленкой в контакт и оставляю до полного остывания. У бисквита срезаю верхнюю шапочку, из нее сделаю крошку для украшения. Разрезаю бисквит на 3 коржа. Я разрезаю при помощи нити. Делаю пропитку для коржей. В теплую кипяченую воду добавляю сгущенку, перемешиваю и добавляю ликер. Когда заварная основа остыла, она у меня даже стояла в холодильнике, заканчиваю приготовление крема. В миску выкладываю мягкое сливочное масло и взбиваю примерно 3-4 минуты, чтобы оно стало пышным и светлым. Также перемешиваю заварной крем. И понемногу добавляю его в масло. И каждый раз хорошо перемешиваю. Получился очень нежный крем. И теперь в него просеиваю какао и перемешиваю. Шоколадный крем готов, он очень вкусный. Собираю торт. Выкладываю первый корж на тарелку. Пропитываю его пропиткой. Выкладываю сверху примерно половину крема. Разравниваю. Немного крема я предварительно отложила, чтобы промазать бока торта. Сверху выкладываю второй корж. Пропитываю пропиткой. И выкладываю вторую часть крема. Разравниваю. Сверху выкладываю третий корж. Выравниваю бока и слегка промазываю их кремом. Пропитываю верхний корж пропиткой. Из обрезков коржа делаю крошку. Верх торта и бока промазываю абрикосовым джемом. Готовлю глазурь. В шоколад добавляю сливочное масло и прогреваю в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд, каждый раз хорошо перемешиваю. Выливаю сверху на торт глазурь. Бока торта обсыпаю крошкой. И также я сделаю сверху небольшой рисунок из растопленного шоколада. Отправляю торт в холодильник на 5-6 часов, чтобы крем стабилизировался и застыла глазурь. Можно оставить его на ночь. Этот торт получается с насыщенным шоколадным вкусом, и он очень нежный и влажный. Торт Прага – один из самых любимых десертов. И также предлагаю приготовить очень вкусную вишневую наливку или ликер для милых дам. Но я уверена, мужчинам она тоже понравится. Начинать готовить ее надо заранее, дней за 10 или 2 недели до праздника. В банку засыпаю вишню. Я использую замороженную вишню. Я ее просто промыла и слила лишнюю жидкость через сито. Как видите, она еще даже немного подмороженная. Я использую вишню без косточек. Отправляю в банку палочку корицы, всыпаю сахар и наливаю пол-литра водки. Закрываю банку крышкой, стряхиваю. Сразу же сахар весь не разойдется, поэтому вот эту банку ставим в теплое, темное место и периодически, примерно раз в сутки, можно ее вот так вот доставать и стряхивать, чтобы сахар постепенно весь растворился. Эта банка в теплом темном месте должна провести 2 недели. Посмотрите, цвет уже какой. Прошло ровно 2 недели. Посмотрите только, какая красота получилась. Наливка уже готова. У нее такой красивый, насыщенный цвет. Кстати, палочку корицы я достала из наливки примерно через 3-4 дня. Я не хотела, чтобы корица давала такой слишком свой сильный аромат, а чтобы именно получился аромат вишни. И корица только слегка его подчеркнула. Сейчас напиток надо перелить в бутылку. Я вставляю лейку, в лейку также вставляю сито и переливаю.
Кстати, этот напиток может стоять и с вишней. Вишню не обязательно процеживать. Просто я хочу перелить все в бутылку, чтобы было красиво. Вы только посмотрите на этот потрясающий цвет. Вот такая в итоге красота получилась. Вот эту вишню, кстати, можно не выбрасывать. С ней можно приготовить какой-то интересный десерт. Например, торт «Пьяная вишня». И теперь эту вишневую настойку или ликер надо поставить в холодильник. Тогда пьется она вообще просто великолепно, очень легко. Поэтому с этим надо быть достаточно аккуратным. Друзья, я очень надеюсь, что это меню вам понравится. Тем более, что оно такое достаточно простое, готовится все быстро, можно приготовить многие блюда заранее. И вы встретите Новый год в прекрасном настроении. Я очень хочу, чтобы ваш новогодний стол был самым красивым и вкусным. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайки, пишите комментарии, мне будет очень интересно почитать. И, конечно, не забудьте подписаться на мой канал, кто еще не подписан, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!